как мы могли убедиться не так давно, исходя из слухов по декабрьскому обновлению до версии 4.2.0, кроссплатформенность в eFootball все еще может появиться. Может быть, не такая обширная и глобальная, как изначально планировали Konami, но тем не менее, даже спустя столько времени они все еще от нее не отказались. И сегодня предлагаю поговорить о ней поподробнее, обсудить последние слухи касаемо как раз таки кроссплатформенности, ну и поделиться своим мнением на этот счет. И в лишний раз послушать ваше мнение, что вы думаете насчет всего этого. Поэтому давайте не будем долго тянуть, не забывайте про привычную поддержку этого ролика, подписывайтесь на канал, ну а мы приступаем. Если вы хотите следить за актуальными новостями по eFootball, быть одним из тех, кто узнает первые подробности касаемо предстоящих карточек в игре, получать советы по прокачке, наблюдать интересные концепты, то вам в телеграм-канал про eFootball. Ведь именно в этом канале новости по игре появляются одними из первых. Также именно в этом канале вы всегда сможете узнать информацию касаемо тех карточек, которые запланированы на понедельник и четверг. Подборки красивых форм, мемы и многое другое. Также у них присутствует отдельный чат, в котором все это можно обсудить с такими же игроками, как и вы. Все это и не только ожидает вас в телеграм-канале про eFootball. Ссылка в описании и в закрепленном комментарии. Как мы и говорили в предыдущем ролике, планы Konami по поводу кроссплатформенности еще никуда не делись. Несмотря на то, что с момента релиза eFootball прошло уже 3 года, скоро будет 4 года, о кроссплатформенности они заявляли примерно в это же самое время, несмотря на все это время, они все еще не оставили эту идею и продолжают над ней работать. Работа продвигается крайне медленно, слухи о кроссплатформенности мы получаем по сути каждый Новый год с обновлением до каждой новой части. Мы ждали ее в 23-й части, мы ждали ее в рамках 24-й части, и теперь вновь эти разговоры возобновляются и в рамках 25-й части. Но уже более предметно, нежели ранее. Так сообщается, что Konami все еще проводит тестирование кроссплатформенности, и отмечается, что игра с мобильными устройствами вызывает некоторые проблемы, поэтому, скорее всего, в ближайшее время кроссплей с мобильными устройствами мы не увидим. Но что мы увидим, скорее всего, так это кроссплатформенность между консолями, между PlayStation и Xbox. ПК почему-то не упоминается, но вполне возможно, что в связке с Xbox сюда затянется и ПК. Как это может работать? Об этом я буквально говорил в одном из предыдущих роликов. Если вы скачиваете игру на ПК через Microsoft Store, а не через Steam, то у вас есть возможность сыграть с игроками на Xbox. И вполне возможно, что через такую лазейку можно будет сыграть и с Xbox, и с PlayStation, но на ПК. Конечно, файлы игры, скачанные из Microsoft Store, немножко отличаются от стимовской версии, поэтому есть некоторые проблемы с установкой патчей, но я думаю, что если кому-то хочется попробовать себя против консольных игроков, это хорошая возможность. Касаемо же в целом введения кроссплатформенности, то это не самая плохая идея, если в лишний раз мы отодвинем мобильных игроков, поскольку их и без того больше всего именно на этой платформе, а просто оставим кроссплатформенность между ПК игроками и консольщиками. В лишний раз будет возможность узнать уровень и тех, и других, потому что по моему субъективному мнению, также я читал мнение других игроков, складывается невольное впечатление, что на консолях игроки чуть-чуть посильнее. Может быть, да и скорее всего на ПК тоже есть свои киберспортсмены, но такое ощущение, что на ПК их намного меньше, нежели на той же PlayStation. И как раз таки введение кроссплатформенности в лишний раз позволит в этом убедиться или же наоборот опровергнуть этот выдуманный тезис. И вполне вероятно, конечно, вполне не исключено, что это вообще ничего не изменит, но тем не менее, возможно, что с введением кроссплатформенности на консолях и возможно на ПК в недалеком будущем у нас исчезнет проблема с поиском игроков, потому что даже на ПК, на PlayStation и уж тем более на Xbox иногда уж больно долго ищет соперников. И кто знает, возможно, с появлением кроссплея эта проблема и вправду исчезнет. С другой стороны, возможно, полноценной кроссплатформенности мы не дождемся, потому что тот же Ренан Гальвани в одном из последних роликов сказал, что возможно кроссплатформенность появится в конкретных режимах и ивентах. А это означает, что, например, те же самые дивизионы могут пролететь мимо кроссплея. Поскольку, как уточняет блогер, Konami в лишний раз лень проводить работу над общим рейтингом, который объединял бы всевозможные платформы. ПК, консоли, мобильные устройства и так далее. До декабрьского обновления уже остается всего ничего, поэтому будем следить за ходом развития событий и обсуждать их на этом канале и в наших соцсетях. Поэтому подписывайтесь, если не подписаны. Все ссылки в описании. Ну а в комментариях под этим роликом
роликом. Я буду ждать ваше мнение касаемо всего услышанного. Что вы думаете насчет кроссплея? Нужны ли мобильные устройства в кроссплатформенности с ПК и консолями? Или же можно обойтись без них? Или без кроссплатформенности вовсе? Также не забывайте поддерживать это видео своим лайком, канал подпиской и колокольчиком. Ну а у меня же на сегодня все. Всем спасибо за просмотр, всем спасибо за вашу активность и услышимся в следующих видео. До скорых встреч!